Вообще много плюсов в Казахстане. Я обожаю людей в Казахстане. Я в Казахстане уже много раз был. Я даже тут остался жить. И я как-то привык к азиатам. Ну, типа, быть среди азиатов. Для меня, я полюбил очень азиатов. Для меня азиаты теперь третьи в списке любимых рас. Вот так вот. И мне очень нравится. Да. На самом деле, обожаю в Казахстане выступать, потому что в основном сейчас, последние 2 года, я выступаю перед иммигрантами. А иммигранты, это, знаете, такая публика, всегда в зале предсуицидальная атмосфера немножечко. Что люди такие. Вот я прям выступаю и чувствую, что от моего концерта зависит жизнь парочки зрителей. Что если вечер будет не очень, то -2 зрителя к следующему концерту. И когда я приезжаю в город какой-то, все мне пытаются продать этот город. Типа, приезжай к нам жить, у нас вот это, вот это. Ну и, например, Амстердам легко продать, да? Ну все, вы даже продадите Амстердам, не живя там. Типа, Амстердам класс, надо ехать. Париж тоже, город любви. Вот Белград трудно продать. Знаете, как мне продали Белград? Я приехал, и мне организатор что-то думал, что сказать, что классно в Белграде. И он говорит в какой-то момент: тут хорошо к русским относятся. А потом добавляет: тебе тут понравится. А мне не нужно продавать Белград, потому что я уже живу в Польше. И там, кстати, меня похожим образом встретили. Мне сказали: тут плохо относятся к русским. И добавили: тебе тут понравится. А поэтому мне нравится в Казахстане выступать. Меньше напряжения какого-то. Я, кстати, чувствую себя виноватым часто. У вас такое бывает? Например, ситуацию обрисую. Например, когда заказал еду в плохую погоду. Курьер приносит тебе весь мокрый и грязный твой заказ, и ты пытаешься мимикой ему что-то сказать. Типа: блин, извини, просто так не хотелось выходить из дома. Там так дерьмово. Один раз очень неловкая ситуация была. Поднялся к себе на 5-й этаж, у меня нет лифта, естественно, было лень выходить в соседний магазин за 5-литровкой воды. И я решил заказать. Подумал, раз заказываю, закажу 2 5-литровки. Ну, чтоб курьер 2 раза не бегал. Ну, вы представляете ситуацию. Через 15 минут я открываю дверь, и человек поднимался 5 этажей без лифта с этой тяжестью. Я открываю дверь, и там запыхавшаяся молодая девушка. И она не может снять этот тяжелый рюкзак. И вот так вот согнувшись, достает пакет, говорит: это ваше? Я говорю: нет. Очень хотела сказать: конечно, мое. Я беру и пытаюсь сгладить ситуацию чаевыми, но у меня не было, как назло, купюр, а с монетами ты выглядишь еще хуже, как зажравшийся богач, потому что выглядит это вот так вот. Ну и швыряю, потому что бесконтактная оплата, я не могу нарушать условия. В этот момент я вот о чем подумал. Мне кажется, в службу доставки нельзя брать людей, которые выглядят жалко. Вы как считаете? Кому-нибудь доставлял еду старик? Аппетит пропадает. Невозможно взять еду из рук старика и такой: наконец-то, ням-ням-ням-ням-ням-ням. Я заказал еду, чтобы поесть, а не чтобы загнаться о смысле жизни, о том, насколько это справедливо, насколько жесток капитализм, что я, молодой человек, сижу дома, а старик на худеньких ножках берет мои бургеры, потом поднимается на 5-й этаж, торопится, чтобы не опоздать. Естественно, опаздывает. Я ставлю ему 3 звезды. Насколько это справедливо? Это еще хорошо, что есть звездная система, да? Иначе пришлось бы орать на старика. Ёбаный старик! Лучше б сдох. Еда остыла. Поэтому да, в службу доставки нужно брать людей, которые выглядят не жалко, очевидно, да? Например, качков. Будет понятно, почему они качаются. Качок тебе принесет 2 5-литровки, ты это увидишь и подумаешь: завтра закажу 3. Теперь это часть его программы. Все нормально. А еще у меня проблема такая, что я стесняюсь крутых мест. Знаете, например, кофейни бывают такие крутые, что я думаю, там слишком чисто для меня. Как будто... Я в таких местах себя чувствую так, как будто я сижу, и если кто-то покажет на меня и скажет: он лох, все согласятся. Вот так себя чувствую. Еще ощущаю, что любой может самоутвердиться на мне. Один раз вот что было. Захожу, говорю: можно мне кофе? И мне бариста отвечает: нельзя. А потом добавляет: ну, конечно, можно, я же тут для этого и работаю. Зачем ты спрашиваешь «можно»? Я про себя думаю: действительно, зачем я спрашиваю «можно»? И теперь, когда захожу в кофейню, я говорю: дай мне кофе, ебаная сука. Это твоя работа.
Да, это мой разогрев моего концерта. Спасибо большое, что послушали. Перед тем, как перейдем к основной программе, хочу сделать 2 предупреждения. Первое предупреждение – это просьба не оскорбляться. Ну, такая просьба. За 10 лет, что я занимаюсь стендапом, вы должны знать, что какая бы острая у меня шутка ни была, она еще никому не навредила, кроме меня. Второе предупреждение – предупреждение по материалу. В материале много профеминистских шуток. Вот так вот. Надеюсь, вам это нравится. Вот. Да. В материале много профеминистских шуток, которые звучат как сексистские. Тут есть нюанс, но глубинный смысл профеминистский, понимаете, да? Поэтому не нужно возмущаться, выставите себя дурачками. И материал состоит из 3 тем. Первая тема абсолютно безобидная. Мне кажется, она вообще всех как-то касается. Например, психотерапия, да? Всех как-то касается. Я делю людей на 3 категории по отношению к психотерапии. Первая категория – это те, кто ходят. Естественно, поаплодируйте. Вот. Очень за вас рад. Я не знаю, как это не пассивно-агрессивно сказать. Вторая категория людей – те, кто не ходят к терапевтам. Поаплодируйте вы. Вот. Вот за вас я рад. А я уже 5 лет не хожу к психотерапевтам. Я начал считать с того момента, как 5 лет назад я решил, что мне необходимо пойти. И с тех пор я много лет сомневаюсь, идти или нет. И это, мне кажется, 3-я категория людей по отношению к терапии. Те, кто много лет сомневаются, идти или нет. Аплодируйте вы. Вот, ребят, я вас обожаю. Обожаю ваши неуверенные хлопки. Я вообще думаю, что нас с вами объединяет не только вот эта нерешительность в действиях, но еще и то, что нас с вами одинаково бесят одни и те же люди. Те, кто ходят к терапевтам. И вот что нам в них не нравится. То, что им это помогает. Хоть бы один был недоволен после серии сеансов, да? Типа, хуйня. Завтра покончу с собой. Что мы такие, да, блин, не зря не хожу. А они все довольны и все еще предлагают, надо идти. Иди нахуй, сектант. А я не люблю психотерапевтов. Я больше люблю экстрасенсов. Вот так вот вышло. Мне больше нравятся экстрасенсы, потому что когда ты идешь к экстрасенсам, вы оба знаете, что это хуйня. Это хотя бы честно, правда? Это хотя бы честно. Еще у экстрасенса плюхи есть какие-то, типа закатываются глаза, нифига себе. Чувак старается. И из-за того, что я не хожу к психотерапевтам, начал очень внимательно слушать сцены терапии в кино и сериалах. И надеяться, что у меня ситуация идентичная, как у Тони Сопрано. И я так из кино и сериалов узнал, что чтобы справиться с депрессией, нужно найти источник депрессии и проиграть ситуацию заново. Поэтому, кстати, некоторые люди рожают 2-й раз, если что. Послеродовая депрессия, моя любимая. Сразу понятно, что нужно делать и из-за чего, да? Я, кстати, не хожу к терапевтам еще, потому что все мои друзья ходят, и все рассказывают, что там, да как. И у всех одна и та же причина проблемы. Это родители. Я подумал, не буду ходить к терапевтам, буду сразу родителей во всем обвинять. Я так и понял, кстати, кто нелюбимые клиенты у терапевтов. Это сироты, они не знают, что им говорить. Но из-за этого наблюдения я начал думать много про родителей. То есть, что вообще из себя представляют родители, да? Если так подумать, родители виноваты во всех наших проблемах, да? Ну, более-менее, да? Родители — это зло. Родители — это те, из-за кого прогресс тормозится. Почему? Потому что люди, вместо того, чтобы думать о человечестве, думают, блядь, родители. Понимаете, да? Родители — это, я подумал, пришел к выводу, что от родителей нужно избавиться. Такой у меня вывод. Мамы — это вообще от дьявола. Мамы — это от дьявола. Все восхищаются любовью матери к ребенку, говорят, что это что-то невероятное. По мне, так это даже не любовь. По мне, это маньячество. Это значит, мать от тебя не отъебется никогда. Вот что это значит. Мамы — это такое зло, что на мамах держатся все диктаторские режимы. Об этом вообще мало кто думал. Вряд ли вы об этом думали. Все диктаторские режимы на мамах держатся. Почему? Потому что люди не идут на жесткие протесты, потому что в случае чего мама будет плакать. Поэтому мы должны понимать, что мы не избавимся от Путина, пока мы не избавимся от мам.
Такова зависимость диктатора от мам. Мы не избавимся от Лукашенко, пока не избавимся от Путина. Тут такая зависимость. Еще все мамы манипуляторы. Мамы жесткие манипуляторы. Это первые манипуляторы в нашей жизни, что вообще 100-кратно увеличивает это зло, понимаете, да? То, что, ну, уверен, в зале тоже много людей, у кого мама манипуляторы. Поаплодируйте, у кого мама. Вот. Вообще не все поаплодировали, я удивлен. Но те, кто не поаплодировали, вы должны знать, что вас так заманипулировали, что вы даже этого не понимаете. Я когда понял, что моя мама манипулятор, я решил ей прямо это сказать. Говорю: мама, ты манипулятор. Она говорит: еще раз так скажешь, мы больше общаться не будем. Да, я люблю маму. Хотя у нас трудный период в отношениях, потому что учу ее пользоваться айфоном. Недавно зашел на кухню, увидел, как мама фотографирует на новый айфон экран своего старого телефона. Это мамин способ делать скриншоты. Не учу ее, как делать скриншоты с помощью одного устройства, потому что мне нравится наблюдать за развитием качества фотографии экрана старого телефона. Оно прям прокачивается. И мама, она, как вы понимаете, плохо разбирается в телефоне. Но вот какую хитрость я заметил в родителях. Вы обратили внимание, что родители точечно хорошо разбираются в телефоне? То есть, если им приложение какое-то реально нужно, они знают его идеально просто. А все остальное вообще не понимают. Моя мама идеально знает WhatsApp. Она как будто разработчик WhatsApp. Вот насколько она хорошо знает WhatsApp. Она все знает про WhatsApp. Я от мамы узнаю новинки WhatsApp. От мамы узнал, что в WhatsApp есть сторис. Представляете? Как узнал, что в WhatsApp есть сторис? Увидел сторис мамы в WhatsApp. Открываю сторис мамы в WhatsApp, и там фотография экрана старого телефона. Одна лучше другой. Представляете? Вот для чего это все было. Уже все понимаю про WhatsApp. Единственное, чего не понимаю, откуда все эти видео у мамы в WhatsApp. Потому что она их не нарезает. Но там у нее дофига видео появляются. Где-то же берет начало этот круговорот видео между родителями. У мамы нет ТикТока, но есть все видео из ТикТока в WhatsApp. Самый трудный период в наших отношениях был, когда мы жили в Грузии какое-то время. Мы жили тогда в одной квартире. И у нее была своя комната, у меня была своя комната. И у нас была одна общая гостиная, в которой я ее во всем обвинял. Я назвал ее комнатой матери и ребенка. И нам было трудно, потому что я люблю курить дурь, да, а мама не любит. И мама пошла дальше. Мама не любит, когда я курю дурь. Потому что, когда я курю дурь, у мамы панические атаки. Вот такая ситуация. Это вообще очень моя любимая шутка. Она никогда почти не заходит. Поэтому я останавливаюсь на ней отдельно, чтобы немного поговорить о смысле этой шутки. Попробуйте, кто понял смысл этой шутки? Так, в чем смысл этой шутки? Это нет, это не вам. Вот девушка аплодировала. В том, что я люблю курить дурь. Так себе шуточка. Кто еще? Так, вот вы. Нет, ну тоже неправильно. Видите, как... Вообще сейчас, я так понимаю, мы по всем шуткам пройдемся, потому что вроде... Так, вы молодой человек. Да, вот, правильно. Когда покуришь, могут быть панические атаки. А типа, у меня я курю, а паническая атака у мамы. Простая шутка, на самом деле. Простая. Но я не просто так рассказываю. Я в какой-то момент понял, ну, я, во-первых, невысокого мнения о зрителях, а в какой-то момент еще... В какой-то момент на концертах понял, что зрители иногда неправильно понимают шутки. Как вот по этой шутке я понял. Выступал в Будапеште, вот здесь сидел парень. Ну, у меня небольшие залы, вот здесь сидел парень. Прямо вот здесь рядом, и я его видел. И, ну, если что, были и другие зрители. Просто вот этот парень ближе всех сидел. И когда я рассказал эту шутку, я смотрю на него, и он вот так вот реагирует. Я такой: блин, что происходит? Что такое? Он говорит: так ты же покурил. То есть, понимаете, да? У него все ингредиенты шутки есть. То есть он понимает, что паническая атака бывает у того, кто покурил. Но он, не сложил то, что он еще и на комедийном мероприятии. То есть, получается, вот такая неувязочка случилась. В общем, люблю маму, но от нее нужно избавиться, конечно.
Потому что мама меня воспитала. А тут, знаете, воспитание такое, что сейчас все говорят, я часто слышу такое выражение, не хочу воспитать своих детей так, как меня воспитали мои родители. Слышали такое выражение? Слышали? Вот, много людей слышало. А вы заметили, что это обычно говорят воспитанные люди? От быдла такого не услышишь. Быдло всегда довольно родителями. Быдло благодарно родителям. Быдло пьет за родителей. Поэтому, если в зале есть родители, воспитайте быдло. Это благодарные дети. А то воспитайте этого умника, воспитанного, который вырастет и будет жаловаться вам, вот, вы виноваты в этом. Вот если в зале есть родители, вот когда ваши дети подрастут, вот вам совет. Если ребенок приходит жаловаться вам, что вы в чем-то виноваты, где-то травмировали, вот что нужно делать. Нужно сказать ему, иди нахуй. Вот это, то, что смотрите, сейчас все начитались психологики, нужно слушать детей. Вот смотрите, вы один раз, вот что будет. Если один раз ребенок сказал, что вы в чем-то виноваты, вы такие, ой-ой-ой-ой-ой. Все, он теперь всю жизнь будет вас во всем влиять. А так вы говорите, иди нахуй, он идет нахуй. Все, вопрос решен. Да, родители нас воспитали, это на самом деле, тут с точки зрения детей, родители на самом деле нас травмируют всю жизнь, это проблема. Они нас травмируют всю жизнь, да, и потом окончательно добивают нашу психику, когда неожиданно уходят из нашей жизни, да, это очень эгоцентрично с их стороны. Это жизнь, поэтому надо думать об этом с холодной головой, немного подумать, проанализировать. Я начал думать, а какой идеальный возраст смерти родителей, чтобы минимизировать травму ребенку? Ну, потому что по-любому в течение жизни есть момент, когда вот сейчас идеально было бы, да, понимаете? Ну, понимаете, по-любому есть идеальный момент. Ну, не знаю, у кого-нибудь есть мысли, какой идеальный момент мог бы быть? Например. Ну, классно. Ну да. Но если уж папа не стало, чего мама ждет-то, блин? Действительно. Я не знаю, когда, главное, чтобы одновременно. Я так посчитал, что, например, папы должны умирать, когда ребенку не больше 12 лет. Это идеальный возраст для смерти пап. Да. Итак, плюсы смерти папы в раннем возрасте. Внимание! Первый плюс. Тебе не нужно заниматься похоронами. Классно же! Второй плюс. Ты начинаешь получать пособие за потерю кормильца. Что получается? Пока папа в семье, он тратит наши денежки. И вот его нет, и мы зарабатываем. Бизнес от государства. Не тот, который хотели, но тот, который получили. Третий плюс, это на самом деле единственный, самый главный, это то, что ты перестаешь быть инфантильным. Я ненавижу себя за то, что я 20 лет знаю меню Макдональдса, но все равно 20 минут выбираю, что заказать. Понимаете? Поплатите, кто понимает меня в этой ситуации. Вот, ребят, это все потому, что у вас папы вовремя не умерли. Если папа умирает вовремя, ребенок перестает страдать херней. Он сразу взрослеет, он сразу такой, пора кормить мать. Он идет в Макдональдс и не тратит время на ерунду. Он подходит к кассиру и такой, мне чизбургер, маленькую картошку и маленькую колу. Может, пирожок в жопу себе засунь. И кассир все понимает, он такой, наверное, у него отца не стало, всем все понятно. Это взрослый человек перед тобой. Поэтому да, папы должны умирать, когда ребенку не больше 12 лет. Идеальный возраст. Или другими словами, лучший подарок на день рождения. Да, подарок, который будет понятен с годами. Про мам я тоже посчитал. Мамы, вам тут понравится. Мамы не должны умирать никогда. Здорово, да. Да, согласен, это классно. Это все из-за вот этой маньячной любви мам. Потому что из-за этого, когда бы их не стало, мы все равно ёбнемся окончательно. Поэтому я посчитал, что мамы с детьми должны умирать одновременно. Это единственный вариант. Да. Например, в ДТП, да? Да. Если семья многодетная, то маршрутка, очевидно. Поэтому, если вы услышите по новостям, что в ДТП погибла мать и все ее дети, нечего расстраиваться. Это лучший вариант. А нет, один ребенок выжил, вот это проблема. Это Джокер. Да, родители — это зло, они нам портят жизнь. Более того, я вам скажу, что родители — это хорошее оправдание тому, что ты ебанат. Если что, имейте в виду. Еще проблема родителей — это то, что они нам передают ценности, которые не работают. Мало того, что у нас не работают, так и у них в жизни они не работали.
Например, одна из главных ценностей – это то, что тебе нужно найти отношения в жизни. А отношения, по моим наблюдениям за 31 год жизни, отношения – это то, что портит всем людям жизнь. Я еще ни разу не видел крутых отношений. В зале, если есть люди в отношениях, я уверен, что у вас идеальные отношения, в этом я не сомневаюсь. Но я также уверен, что у ваших друзей, у всех дерьмовейшие отношения. В этом я тоже не сомневаюсь. Такое совпадение всегда. И вот отношения, это, не знаю, для меня это два человека, чаще всего, которые друг в друге не уверены, и от этого портят всем атмосферу. Вот. Я не люблю отношения, конечно, из-за девушек, и... Это потому, что видел своих друзей до отношений. И это были веселые ребята, легкие на подъем. И я видел их же в отношениях. И это лохи. Все парни в отношениях лохи. Мне кажется, это условие девушки перед вступлением в отношения. Теперь ты лох. И парень такой, хорошо. Девушки тоже. До отношений девушки потрясающие, милые, интересные, классные. В отношениях девушки превращаются в сгустки зла и ненависти. Возможно, только девушки моих друзей, не хочу обобщать. Но у девушек еще в отношениях появляется суперспособность. Кстати, у парней нет. У девушек появляется. Парни просто лохами становятся. А у девушек появляется суперспособность, которую я называю «взгляд на мгновение». Тут не все поймут, о чем идет речь, поэтому добавлю пару фраз. Взгляд на мгновение на своего парня в компании друзей. Добавлю еще пару фраз. Взгляд полный ненависти и презрения на своего парня в компании друзей. Почему эта суперспособность? Ничему не хватит мгновения, чтобы это заметили, но этот взгляд произошел, и все в баре такие, в пизду, сливаемся отсюда. Я был спиной к этому взгляду, у меня холодок по спине пошел. Есть такое выражение: за каждым великим мужчиной стоит еще более великая женщина. Я с этим согласен. Но если это правда, то правда и обратная, что за каждым неудачником стоит мразь. А об этом никто не говорит. А вокруг очень много неудачников, если что. Круто устроились. Круто устроились, да? Он великий, потому что я великая. Он неудачник, потому что он лох. Я ему это сказала. Я ему это сказала сразу. Классно придумано, да? Но это, если что, не я так считаю, это логика этого выражения, что за каждым великим мужчиной стоит великий, вы знаете, да? Это логика этого выражения обратная. Кстати, это правда только про великих гетеросексуалов, потому что всем очевидно, что за каждым великим гомосексуалом стоит еще более великий гомосексуал, это очевидно. А за ним еще один, и тут никто не знает, где заканчивается эта бесконечная цепочка угара и веселья. Да. Но слово «мразь», я понимаю, звучит грубо и резко, поэтому я должен сказать, опять, повторить, что это не я сказал, это логика выражения. Опять очень стараюсь обозначить это. Я люблю женщин, наоборот. Более того, мне кажется, все любят женщин, кроме женщин. Вот такое у меня наблюдение за 31 год жизни. И понимаю, что женщины ненавидят женщин, звучит так, мощно, да? Но, чтобы не быть голословным, попробуй это доказать с помощью науки. Я всегда обращаюсь к цифрам, когда меня что-то беспокоит. Вот что я узнал. По статистике, в мире геев, не в мире геев, да, а в мире геев, чтобы вы понимали, не в мире, где только геи, я не знаю, не хочу, чтобы вы запутались, это наука. Научные данные. По статистике, в мире геев, я не понимаю, как это сказать, лингвистическая ловушка. По статистике, геев в мире в 100 раз больше, чем лесбиянок. Это невероятные цифры, невероятные цифры. О чем-то же это говорит. В 100 раз больше, чем лесбиянок. Это выдуманные данные, но вы только вдумайтесь. Вы только вдумайтесь. Я когда это придумал, я охуел. Я сразу начал думать, а почему так? Потому что что-то же это должно объяснить. Как-то же это должно быть объяснено, понимаете? В 100 раз больше, невероятные цифры. Я начал думать, а почему вообще девушки выбирают мужчин в отношения, когда они столько всего терпят от мужчин, столько говна? Я выбрал 4 топа говна от мужчин, которые терпят женщин. Давайте я перечислю вам. Женщины от мужчин терпят в отношениях эмоциональное насилие. К сожалению, психологическое насилие. К сожалению, но часто физическое насилие. Вонь.
4 топа. И несмотря на это все, предпочитают все равно женщинам мужчин. Ёбнуться можно. О чем-то же это говорит? О чем это говорит? О чем это? О чем? Лучше, чтобы девушка предположила. О чем это говорит? Какая природа? Это говорит о том, что... Да, не хочу, чтобы я это начинал. Девушки, о чем это говорит? Или, другими словами, вот насколько мужчины лучше женщин. В глазах женщин, это не я так считаю, в глазах женщин. В глазах женщин. Понимаете, да? Это не я так считаю, это в глазах женщин. Это очень надо понимать, потому что, почему я такой вывод сделал? Потому что, если бы женщины хоть чуть-чуть воняли, мужчины бы давно друг с другом под мостом ебались. Никто бы не ждал, чтобы до дома дойти прямо здесь и сейчас. Вот насколько парни бы хотели этого. Все парни были бы геями. Я, кстати, уверен, что все парни были бы геями даже без этого условия. Уверен, что все парни были бы геями, если бы не общественное давление. Уверен? Знаете, что я вам скажу? Уверен, что все парни были бы геями, если бы не слово «пидор». Я уверен. Уверен в этом. Потому что гомосексуальность как идея, это что-то невероятное. Для мужчин гомосексуальность — это утопия, на самом деле. Это мир грез и развлечений. Вот что это такое. Парни, вы только представьте, как это круто. Парни часто не могут себе это представить, потому что блокируют себе это. Из-за того, что мы в гомофобной среде живем все-таки. Мы блокируем это. Но вы только представьте, как это круто. Я понимаю, что вам трудно представить. Я понимаю. Поэтому закройте глаза. Я вам помогу представить это. Ребят, серьезно говорю, закройте глаза. Мы не продолжим, если не закроете глаза. Все закройте глаза, все закройте глаза, все закройте глаза, закройте глаза, закройте глаза, закройте глаза, откройте рот. Это прикол, это прикол. На самом деле закройте глаза. Просто не удержался, очень хотел сказать. Закройте глаза сейчас, давайте я вам помогу представить. Закрыли глаза, все закрыли. Девочки, все парни рядом с вами закрыли глаза. Закрыли? Закрыли? Да? Закрыли. Итак, парни, представьте. Тише, тише, девочки, не мешайте. Так, парни, представьте. Пришел к другу в гости. Уже прикольно, да? Когда было плохо у друга в гостях? Это всегда веселое начало дня. Тише, тише, давайте дальше. Тише. Дальше представляем. Поиграли в приставку. Нифига себе, вечерочек, нет? Класс! Одно удовольствие. Тише, дальше, тише. Потрахались. Тут непонятно, но тоже непонятно. Может быть и прикольно, да? Никто не знает. Почти никто не знает. Но тоже неплохо. Давайте дальше представим. Опять сели играть в приставку и заказали хавчик. Вот это вечер. Хоть сейчас бы телепортироваться. Согласны, парни? Хоть сейчас бы. Парни, это классно просто. Все, хватит представлять, откройте глаза. Откройте глаза, а дальше, парни, знаете что? Если надоело, пошел с другим другом тусоваться. И этот друг не спросит тебя: эй, куда собрался? А если спросит, ты ему такой: пошел нахуй. Еще одно преимущество парней перед девушками в отношениях — это то, что парня можно нахуй послать. Да? Потому что девушку тоже можно, но девушку, если послать нахуй, она забывает, как дышать. Она такая... Никто не знает, как с этим работать. Это очень сложная задача. Да. То, что я говорю, возможно, вам кажется дико, но это не просто так все сказано со сцены, просто я немного устал, что в информационном мире женщины всегда правы. В информационном мире, понимаете, да? Именно в информационном мире женщины всегда правы. Но это не может быть так всегда. Спасибо. Мы изменим этот мир. В информационном мире девушки всегда правы, но может же быть такое, что пару раз хотя бы парни были правы. Ну хотя бы пару раз. Ну вот. Но в информационном мире это было только один раз. Только один раз, и вы все знаете эту историю. Смелее. Джонни Депп вообще никогда другой версии даже не предлагает. Вот насколько это редко бывает. Да, Джонни Депп. Единственная нормальная история с обосранным матрасом. Да. Насколько это иронично в жизни вышло, что наши с Джонни Деппом истории жизни пересеклись
Именно в этом моменте, да? Кто бы мог подумать? Вот в чем у нас похожая история. Мы вот так подкатили друг к другу на обосранных матрасах и отскочили навсегда друг от друга. Больше точек соприкосновения не планируется. Ну, давайте вернемся к информационному миру. Легко доказать, что в информационном мире девушки всегда правы. Это легко сделать. Если девушка кончает с собой, все говорят: вот парень мудак. Если парень кончает с собой, все говорят: вот парень мудак. Парень в любом случае мудак. Какая бы история ни произошла, согласитесь, это жестоко. Есть же такое давление все-таки. Поэтому в каком-то смысле, да, я понимаю парней, которые прежде чем покончить с собой, убивают своих девушек. Ты все равно дважды мудак, да? Я, если что, это не одобряю. Просто это логично, понимаете, да? Логика присутствует. Согласны? Логично же? Логично же? Логично, да? Блин, я понимаю, что суицидальная тема достаточно сложная. Я немного теряю на этом зал, поэтому давайте вот что сделаю, чтобы вернуть ваше расположение к себе. Я сделаю каминг-аут. Я понял, кто я. Я цисгендерный мужчина. Вот. Для тех, кто не знает, это когда твой гендер совпадает с твоим полом. Вот такая нелепость. И мне все нравится. Единственное, что мне не нравится, это название. Мне не нравится название, потому что, знаете, цисгендерный мужчина. Звучит так, как будто я обоссусь вот-вот. Сразу понятно, кто название выбирал, да? Потому что, с одной стороны, небинарная персона. Кланяюсь в ноги. С другой стороны, цисгендерное уебище. Пошел отсюда. Стоит, воняет, обоссался тут. Ну да, все, кроме названия, мне нравится. Еще определился, наконец, с ориентацией. Тоже начал думать и развеял все сомнения. Оказывается, мне нравятся девушки, да. Это вот такой вот вариант. Да. Худший из вариантов. Да, потому что мне не нравится, что мне нравятся девушки, потому что мне очень сложно с девушками, но не из-за девушек, а из-за этого набора стереотипов, которые мне вложили в голову, да, с детства, из-за этого набора стереотипов, понимаете, да? Потому что, например, один из стереотипов — это то, что с девушками нужно быть крутым. Девушки, понимаете, о чем я говорю? Ну нет, вот девушки не понимают. Парни, а вы понимаете, о чем я говорю, что с девушками нужно быть крутым? Вот, я думаю, где-то вот тут и есть проблема полов, что девушки не понимают, что с ними нужно быть крутым, а парни такие: да, это да. Нужно быть крутым. Если ты не крутой, она уйдет от тебя. И слезы наворачиваются. Да, я, знаете, даже если притворяюсь крутым, мой организм меня все равно выдает. Вот что было. У меня было первое свидание в кинотеатре, и у меня на протяжении всего сеанса живот издавал неприятные животные звуки. А фильм был артхаусный. То есть на протяжении всего сеанса все слышали вот это вот. В какой-то момент живот начал говорить. Он сказал: ты сегодня не потрахаешься. Как в воду глядел. Секс — еще одна щепетильная тема, правда? Очень сложная. Не хочется напортачить. Поэтому я определился с правилами во время секса. У меня есть одно главное правило. Вовремя достать член. Подождите. До того, как она кончит. Ни разу не получалось. Шучу. Всегда получалось. Еще задолго до. Ребят, быстрый секс, да, вот эта тема, об этом мало кто говорит, но быстрый секс — это что-то невероятное, надо сказать, что-то невероятное. Парни живут в мифе, что девушкам хоть бы подавай, чтобы вот 5 дней трахались. Парни живут до сих пор в этом мифе. Парни даже не представляют, многие, что девушки иногда предпочтут быстрый секс долгому сексу. Правда, девушки? Вот, это просто для парней это что-то невероятное. Реально, потому что парни до сих пор друг другу хвастаются. Типа 5 дней ебал, понимаете? До сих пор. Она еще недовольная была, я вообще не понимаю.
Поэтому парням, мне кажется, нужно объяснить, да, что почему так выходит, что иногда девушки предпочтут быстрый секс долгому сексу. Я пробую объяснить. Девушки, вы согласны? Нужно объяснить, да, чтобы недопонимания немного меньше стало между нами. Спасибо. Вот, объясню. Но парням будет трудно это понять, потому что парни это парни. Поэтому, парни, закройте глаза, представьте. Парни, закройте глаза, парни, закройте глаза. Итак, парни, представьте, вы девушка. Вы решили, что у вас сегодня будет секс. Вы девушка, вы можете такое решить. Вы выбрали парня на сегодняшний вечер. И думаете, к нему или к себе? Если не воняет, можно к себе. Приходите к себе, все начинается, и вот уже секс, то, что вы хотели, все замечательно. Но через 5 минут, парни, через 5 минут вам надоедает. А он, по настрою видно, еще час собрался вас ебать. Как вам такое, парни? Нравится? Вас уже час ебут, а вам надоело 55 минут назад. Как вам, парни, нравится? Нравится? Парни, я думаю так, если уж вас ебут, то хоть бы это быстрее закончилось. Как считаете? Все, парни, хватит представлять. Тут я должен сделать ремарку, что это моя любимая часть, потому что мне нравится, что в течение концерта я дважды заставляю парней представить, как их ебут. Это очень важный момент. Очень важный момент. Вряд ли вы где-то еще получите такой опыт. Да, еще плюсы быстрого секса. Я, кстати, всегда ищу плюсы быстрого секса, потому что нужно знать товар, который предлагаешь. И я вот какой плюс девушки нашел в быстром сексе. Девушки, вы же видите после быстрого секса парней в самом жалком состоянии. Это же угар. Это же угар навсегда. Максимально смешно парни выглядят после быстрого секса. Мне кажется, это на видео вообще всегда нужно снимать. Потому что парни, ну понимаете эту ситуацию, да, где парни такие, только что были такие, и через 2 минуты такие, и всегда оправдываются, что-то там лопочут, да, что-то там пытаются объяснить, как будто это оправдание все решит, да, там, и всегда это нелепость какая-то, чушь полная, типа, у меня мама болеет, ну я не знаю, ну допустим, не знаю что. Я, кстати, придумал, что говорить, если секс получился быстрым. Я придумал, что говорить. Я теперь, если секс получился быстрым, я говорю, это у меня после коронавируса, так. Вот так вот. Да, работает, пользуйтесь. А, так надо говорить? Ну, кстати, я с этим согласен. Все девушки, с которыми я был, слишком хороши. Ну, это зачем-то. Я за 31 год жизни, опять еще одно наблюдение, мне кажется, к 31 году уже что-то нужно понимать о себе в первую очередь. Я понял, кто мне дает. Ну, я не знаю, как по-другому сказать, потому что в народе так говорят. Мне не нравится это выражение, но вот так вот нет аналога этому, да? Нет аналога. Кто-то по-другому может сказать это? Дают, я беру. Я не знаю, как правильно. Как тупо звучит, но вот такое выражение. Так вот, я понял, кто мне дают. Знаете, девушек, про которых говорят, опять же, не я говорю, в народе говорят, что они всем дают. Так вот, мне такие девушки никогда не давали. Никогда. Это пиздеж, что всем дают. Всем, кроме меня, видимо. Мне дают девушки, которые очень избирательно, тщательно подходят к выбору и ошибаются. Это очень грустное наблюдение про 2 несчастных людей, на самом деле. Я уверен, что оно попадает в точку часто. Поэтому, девушки, да, какой вывод из этого мы делаем, что не нужно тщательно выбирать, нужно прям всем давать, и там будет... Да. Я стал щепетилен к реакциям зрителей, не хочу никого обижать, поэтому стал вот так вот щепетильно по темам проходиться и сам анализировать вообще, о чем я говорю. И вот привык это делать, потому что в последнее время на концерты ходят люди уже, чтобы возмущаться целенаправленно, да, и так совпадает, что у этих людей еще Твиттер есть, да, и специально для таких людей, чтобы они понимали, что до этого был не такой уж сексистский материал, я специально им рассказываю сексистскую шутку какую-нибудь, чтобы они в сравнении понимали, да, например, вот такая. Феминитивы слышали? Феминитивы.
Знаете, да? Спасибо. Я поддерживаю феминитивы. Мой любимый феминитив — это кухарка. Ну, давай. Что, это... Я не могу. Это классный смех. В общем, сразу понятно, что сексистская шутка, потому что стигматизирует женщин. Понятно, да? Это понятно. Понятно, да? Всем понятно. Да? Это, кстати, не моя. Это, если что, один там сексист-комик отвратительный пошутил. Я так не шучу. Это потому что недопустимо в комедии. Также недопустимо, как, например, такой прием, как объективация. Да? Объективация, для тех, кто не знает, приведу пример. Это когда комикесса, феминитив, шутит. Часто у комикес есть шутки про маленькие члены. И это всегда смешно. Но не прям всем в зале. В зале всегда найдется парочка умников, экспертов комедии, которым это не понравится. И так совпадает, что у них маленькие члены, да. Вот. А если парень-комик хочет пошутить про... используя объективацию, о чем он будет шутить? Смелее. О чем? Про сиськи, да. Этот вариант мне больше нравится. Нормально ты так сразу. Про пизду. Как она выглядит визуально. Да, про сиськи. Вот про сиськи легче, типа, понятно. Про размер, например, сиськи, про маленькие сиськи. А я не знаю, как про маленькие сиськи шутить, потому что мне, если что, нравятся маленькие сиськи. Не знаю, как вы к этому относитесь. Нормальная тема, да. Я люблю маленькие сиськи, да, потому что мне нравится иметь дело с комплексами. Да. Заметил, что женщинами с маленькой грудью легче манипулировать. Вот. Например, сгоняй за пивом. Или ты забыла, что у тебя маленькие сиськи. Ну, такой пример легкой манипуляции. Да. Но я не знаю, почему некоторые девушки комплексуют из-за груди, потому что, как по мне, маленькая грудь — это действительно красиво и сексуально, и эстетично, это я честно говорю, и комфортно. Это я, кстати, уже по себе знаю. И еще одно преимущество маленькой груди, о котором мало кто говорит, но это очень важно. У женщин с маленькой грудью воспитанные дети. Реально так. Реально так. Серьезно. Потому что у женщин с большой грудью дети прям неприятные, они такие прям дерзкие, прямо скажем, ненасытные, да? Потому что их так кормили. Их кормили вот так вот. Что из этого вырастет? В то время как женщины с маленькой грудью воспитывали детей нормально такие. Все. И ребенок сразу воспитанный, он такой. А поэтому я больше люблю детей и женщин с маленькой грудью. Мне такие дети больше нравятся. Да. Я недавно смотрел педофильское порно, и... Да. Там трахались 2 педофила. Это моя любимая старая шутка. Я люблю такие шутки, которые состоят из 2 частей. Когда ты рассказываешь первую часть, все разочаровываются в тебе, как в человеке. Рассказываешь вторую часть, и все разочаровываются в тебе, как в комике. Моя любимая комбинация. Да, я когда-то давал интервью. Ну, когда-то, короче, я решил, что эту шутку я буду рассказывать как любимую на всех интервью и подкастах. И у меня было главное интервью пока Гордону, журналисту Гордону. Это было главное интервью в жизни до сих пор, пока, потому что это было первое интервью после моего скандала, как раз вот того. И я хотел реабилитироваться в глазах зрителей благодаря этому интервью. И все шло хорошо. Пока Гордон неожиданно не спросил: а какая у вас ваша любимая шутка? И я, полный отчаяния, отвечаю: недавно смотрел педофильское порно. Там трахались 2 педофила. И он смеется. И это самый классный смех в моей жизни на данный момент, потому что это спасло интервью. Как мне повезло, что у него ебанутое чувство юмора. Это спасло это интервью. Потому что я представил, что было, если бы он не засмеялся. Недавно смотрел педофильское порно. Там трахались 2 педофила. Давайте поговорим о Беларуси. Да. Из-за всех этих реакций, почему хочется иногда реабилитироваться в глазах зрителей, потому что все-таки понял, вот в эмиграции отчетливо понимаешь, что
Хочется, чтобы люди не оставались недовольными, да, чтобы они не злились и не возмущались. Поэтому мне очень важно, чтобы зрители, которые на меня приходят, не уходили хотя бы оскорбленными. Да? Поэтому я вначале делаю преамбулу, в конце делаю преамбулу. И, это почти невозможно. Всегда кто-то оскорбляется. В зале сейчас есть такие люди? Ну да, потому что мы тут понимаем, что женщины заслужили все, что я говорю. Да, потому что нужно понять, что женщины жестокие сами, да. И женщины, кстати, знают, что женщины жестокие. Знаете, кто еще знает, что женщины жестокие? Знаете, кто? Их мама. Знаете, кто? Не, их мама знает, да, но это женщины, получается, тоже. Знаете, кто еще? Невысокие парни. Невысокие парни делают все, чтобы понравиться девушкам. Невысокие парни, если что, лучше всех за собой ухаживают. Лучше всех других парней. Они делают все, чтобы женщина, посмотрев на них, подумала: блин, как жаль, что он невысокий. Невероятная жестокость, согласитесь. Да. Я должен сказать, что это для меня трогательный момент, потому что это последний мой концерт на русском языке, стендап на русском языке до 2035 года. И вы не поверите, но первый мой концерт на русском языке в эмиграции был ровно 2 года назад, 15 декабря 2021 года, тоже в Казахстане, в Алматы. Понимаете, ровно 2 года назад. Я не целенаправленно это делал, так, сошлось. Так сошлось. Прикольно, да? Как будто я все продумал, но нет. Это случайно так вышло. Мне сегодня сказали: а прикинь, я такой: нифига себе, подвяжу. 2 года назад. И сейчас вот я ухожу, получается, от русскоязычной публики на время. Я должен провести некоторый анализ. Русскоязычная публика. Что она из себя представляет? Я начал ходить на англоязычные стендапы. И есть большая разница между русскоязычной аудиторией и англоязычной. Вам интересно, какая? Скажу? Как сказал Влад Лапин, англоязычная публика приходит на стендап посмеяться. Русскоязычная публика приходит на стендап, чтобы их посмешили. Это существенная разница на самом деле. Хорош. Очень важно. Кроме вот этого зала, хорошо. Да расскажу. Англоязычная публика слышит шутку и смеется. Русскоязычная публика слышит шутку и думает: посмотрим. Есть небольшая такая разница. Объясню на примере конкретном. Я был на англоязычном стендапе, где услышал шутку, от которой был разъеб, но я такой подумал: русскоязычная публика никогда не посмеется с этого. Это было про актуальные события в Израиле. Девушка выступала, рассказывая шутку, и она говорит шутку. В Израиле разрешены аборты, как и убийство детей. Шутка. Это шутка, понимаете, да? Шутка о чем? О том, что я разберу ее смысл. Шутка про то, что противники абортов считают, что аборты — это убийство детей. А тут так совпало, понимаете, да? Шутка сразу и про актуальное, и разъеб в зале. Я когда это услышал, подумал: наша публика никогда не будет смеяться с этого. Вы слышали сейчас. Почему? Знаете почему? Потому что наши русскоязычные люди лучше как люди. Да. Мы всегда берем с собой вот этот моральный ориентир туда, куда не надо вообще его брать. Всегда. Туда, куда надо, в пизду, не будем использовать. Туда, куда не надо, да. На стендапе мы оценим нормально. Так, комика, его моральную составляющую. Я специально, знаете, о зрителях, я люблю злить зрителей. Раньше очень любил. Я начинал свои концерты специально с шутки, которую уже записал, про аборт. Я специально начинал. Она звучала... Как вы, кстати, к абортам относитесь? Вот. Я тоже против абортов. Я против абортов, но за эвтаназию. Я считаю так: если ребенок родился, его можно усыпить. Это классная шутка, я ее очень люблю. Но я вам расскажу, как зрители реагируют на нее, когда я ее рассказываю первую на концерте. Зрители реагируют вот так вот. Детей усыплять нельзя. А те, кто уехал, постоянно требуют высказываться обо всем. Обратили внимание? Всегда. Даже если это тебя не касается. Выскажись по арабо-израильскому конфликту. Срочно! Мы не знаем, что делать без тебя. Ты лицемер! Тут высказался, а тут нет. Меня раздражает, что многие имеют позицию в этом вопросе, даже не особо там разбираясь или имея к этому отношение. Например, поаплодируйте, кто за Израиль в этом вопросе, не стесняйтесь.
Вот. Поаплодируйте, кто за Палестину в этом вопросе, тоже не стесняйтесь. Здорово. А теперь те, кто за Палестину, выйдите и становитесь сюда, а те, кто за Израиль, сюда. Проведем конкурс небольшой. Просто такой интерактив придумал. На самом деле, мне просто непонятно, как люди определяются с позицией. Ну, и почему от меня требуют, например, позицию. У меня есть всякие позиции, но мне не все хочется говорить, потому что я не прям всех зрителей хочу потерять в своей жизни. А скажем прямо, арабы и так на меня не ходят. Поэтому скажу, как я разбирался в этом вопросе. А я в этом вопросе, будьте уверены, я объективен. Да? Хоть я и мусульманин, и ненавижу евреев, но все равно я достаточно объективен в этом. Достаточно объективен в этом вопросе. И я начал искать в интернете. Круто по цитатам определять. Да? Вот, например, цитаты. Беньямин Нетаньяху, тот, который премьер-министр сейчас, он уже давно у власти в Израиле, он когда-то сказал такую вещь красивую. Он сказал, если арабы сложат оружие, война закончится уже завтра, войны не станет уже завтра. Если евреи сложат оружие, завтра не станет Израиля. Красиво? Просто красоту оцениваем. Красиво, да? Красиво. Красиво. Красиво сказано. Голда Меир, другой премьер-министр Израиля из прошлого, из 70-х, она сказала, мы не злимся на них за то, что они убивают наших детей. Мы злимся на них за то, что они отправляют своих детей умирать к нам. Все закончится, когда они станут своих детей любить больше, чем ненавидеть нас. Красиво, да? Красиво, согласитесь. Очень красиво. Вот. А у палестинцев цитат крутых нет. И это осложняет, честно говоря, маркетинговую составляющую войны. Понимаете, да? Я не понимаю, что репостить. Потому что, видите, Тут люди круто придумали, как красиво сказать, чтобы это репостили и продавали идею. Ну, то, что можно убивать или еще там отбирать земли. Отлично придумано. Я считаю, крутая цитата, все, можно делать, что хочешь. А тут палестинцы честные, сразу, все, что говорят палестинцы, это «мы должны их убить». Как я это репостну? Израиль должен быть уничтожен. Как клюнет на это все население? Поэтому нужно что-то вроде, ну, типа, сначала что-то, типа, такое, как только, например, евреи сложат оружие, завтра войны не будет. И уже звучит красиво. Просто не договаривать, что Израиля не будет. Просто, ну, до какого-то места говорить. Вот эту часть, где... Надо подумать, что я еще не рассказал. Это последний все-таки концерт, очень важно. Кто-то, может, что-то хочет рассказать. Почему последний? Ну, потому что нет смысла, мне кажется, уже выступать мне для русскоязычной аудитории, потому что я в эмиграции чувствую себя некомфортно от этого, потому что это как мыльный пузырь, в котором ты живешь. Поэтому я принял решение, что я перейду на более сложную публику. Я теперь буду выступать на белорусском языке. Что, мне нравится каждое упоминание в Дуде. Но я не такой, типа, нет, мне не нравится. Ну, конечно, нравится, блин. Там показали меня, ни хрена себе. И люди теперь приходят на мой канал и оставляют мне комментарии. Хотите, я прочитаю вам комментарии? О, вам интересно, да? Я прочитаю комментарии моей новой аудитории. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Где тут юмор? Следующее. Маленький и жалкий. Просто мой любимый комментарий. Пока, я сразу сердечко поставил. Вот какой комментарий к стендапу моему. Мне 70 лет, но этот молодой хачонок меня развеселил. Вообще у меня 0 злости на этот комментарий. Классно же, да? В общем, хочется, чтобы меньше недовольных было, поэтому в конце я рассказываю историю, которая последняя произошла со мной в Москве. Одна из последних историй. Я ее рассказываю, потому что я в этой истории услышал фразу, которая мне очень понравилась по своему смыслу. Было 3 часа утра. Я вышел вызвать такси до дома. А в 3 часа утра не хочется вызывать такси и ждать такси, хочется телепортироваться в кроватку, правда? А мне ждать такси 6 минут. Просто ужас. Это бесконечность. Я стою, жду, и тут я слышу суета за мной. Оборачиваюсь, 6 полупьяных мужиков толкаются, вот-вот будет драка. Я смотрю на это и думаю, вот бы попиздились.
Ну, пацан внутри меня этого хочет. И как обычно в таких ситуациях бывает, среди них оказался романтик, который хотел всех спасти. И он начал кричать: прекратите, прекратите. И как обычно это бывает с романтиками, ему отвечают: отъебись, отъебись. И так все 6 минут: прекратите, прекратите, отъебись, отъебись. Я уже отчаялся, что что-то интересное произойдет, приехало даже такси, и тут этот романтик решил пойти ва-банк и выкрикнуть что-то, что спасет вообще всех людей. Он выкрикнул что-то невероятное по смыслу, потрясающее по смыслу. Мне это очень понравилось. Но в той ситуации это выглядело максимально кринжово. Представьте, 6 полупьяных мужиков толкаются, вот-вот будет драка, и он начинает кричать: неважно, что произошло, мы живем в России, всем похуй на нас, государству плевать на нас, а мы деремся. И я не знаю, что произошло дальше, потому что я уехал. Но мне эта фраза так понравилась, что мне показалось, это идеальная фраза, чтобы резюмировать что угодно. Ребят, неважно, что произошло, всем похуй на нас, государству плевать на нас, а мы деремся. Хорошего вечера, вы прекрасная публика, спасибо большое.